Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами я, ваша Вивьена, на канале Вивьена Эзотерика и жизнь. И здесь у нас все о них, о наших любимых, дорогих, о наших партнерах, об отношениях. А на другом канале, вы знаете, ведунья Вивьена, там мы говорим о том и рассматриваем, что нас ждет. Там у нас есть и медитации, и различные ритуалы, а также ритуалы и практики я даю в нашей группе Telegram, где вы можете общаться. И мы идем давно уже вместе с теми, кто вместе за руки по дороге жизни, вместе с Вивьеной к свету. Мы воины света. И сегодня у нас такой с вами будет расклад. Почему он не проявляется? Почему он молчит, не проявляется по просьбе наших зрителей, моих зрителей, подписчиков? Вот такой вот расклад. Почему не проявляется? Я хочу вам сказать одну вещь. Мужчины совсем устроены не так, не из мармеладок и шоколадок. Они устроены совсем из другого, и поэтому у мужчины, даже когда есть чувства, мужчина может их не показывать и не побежать муси-пуси, а делать то, что ему самому выгодно. Мужчины практически не живут эмоциями и чувствами, они живут реальностью. Поэтому женщинам не понять. Они говорят, если бы любил, он пришел. Вот он будет любить и как раз не придет. А придет тот, у кого шарики вздулись. Их надо спустить. Вот такие приходят. Грубо сказала, но чтобы вы понимали. Изучайте психологию, изучайте, учитесь, тогда многое будете понимать. Люди, которые умные и много знают, на них не сядешь и не поедешь. Это они всегда полководцы, и это они всегда на коне. А теперь успокоились. Думаем об этом человеке. И у нас тут карты «Танец шамана» Сергея Логинова. И мы будем смотреть его характеристику. Кому надо лично, пожалуйста, мои контакты в описании и в закрепленном комментарии. Телефон плюс, потом все цифры. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Пожалуйста, пишите. Так, как бы мне поставить, чтобы надо было повыше. Ну ладно, теперь уже все. Так, все отставили, смотрим, в каких он сейчас энергиях состоит. Все горит у него, пылает. Все горит, пылает. Так, я сейчас сделаю так, чтобы нам было больше места. Вот так. Ну, большинство, может быть, человек находится дома или думает о доме. У него прям действительно все пылает и горит. Но на самом деле он больше, наверное, думает о доме. Может, от родственников своих, ну, о чем-то таком родном, домашнем. Прямо у него огонь горит, может быть, чего-то он хочет для дома купить, приобрести или вообще что-то, или домой очень хочет. Потому что там, где он находится, много людей, много, как я говорю, много людей, много зверей, а ему хочется домой. Вот такое играет. Так, да, человек куда-то спешит, хочет поехать, возможно, не очень хорошо чувствует, или кто-то ему мешает. Знаете, у человека прям вот или что-то болит, или рана какая-то, какое-то, вижу, физическое недомогание. И ему очень хочется домой, может быть, даже кому-то хочется к своей маме прислониться, к своим детям, к своей любимой. Есть женщина какая-то, да. Знаете, ему хочется к какому-то, действительно, сказал, к другу. Знаете, я вижу через поток хроники Акаши. Я подсоединяюсь и как ясновидящая читаю информацию. Карты – это для вас я выкладываю, чтобы вам было интересно. Люди же очень любят картинки. С детства мы любим веселые картинки. Книжка без картинок ведь неинтересна. Так, это его вот энергетическое сейчас состояние. И сейчас мы будем посмотреть, я сказала как-то так, будем посмотреть. Будем посмотреть, почему он не проявляется. Почему он не проявляется. И вот здесь мы будем смотреть, а почему он молчит. Или что-то не договаривает, или молчит. Почему он не проявляется.
Ну, потому что он себя считает королем монет. То есть он знает то, чего ему надо. Во-вторых, он очень любит материальное. Не духовное, а материальное. То есть ему надо решать свои вопросы, свои проблемы. И поэтому он молчит. То есть он вот не проявляется. Давайте смотреть конкретно, почему он не проявляется. Да, он хочет быть в одиночестве. Ему надо что-то очень серьезно обдумать, подумать. Потому что, вот видите, он себя показывает, что он король, хотел бы себя показывать, что ему там внутри кажется, что он король монет. На самом деле он король чаш. И это как бы недоделанные не до конца мальчики, еще подростки. Но ему хочется быть одному, быть... У него сейчас почему он не проявляется? Ну, потому что, знаете, что-то у него действительно плоховато. Возможно, и со здоровьем, и в финансах. И вообще у него очень холодно на душе. Какая-то у него душевная бескровность, вот так сказала бы я. Душевная бескровность. Пятерка монет – это всегда очень тяжелая карта. Это карта нищеты и материальной, и духовной. Внутренней. Во-вторых, у меня вот идет какой-то, вот идет, что у человека какая-то болезнь, рана, что-то физическое, какое-то недомогание. Так, почему? Ну да, потому что он еще мальчишка в коротких штанишках, недозревший, но сердце его плачет. Плачет о вас, плачет о доме. Сердце плачет, потому что, знаете... То ли вы как бы не оправдали его ожиданий, вы, да, для него королева Шантеклера, которая вот все и дает энергию и силу, но что-то нет, что-то не так, чем-то вы его ранили, он обиделся, и он считает, что нет, я буду так сам по себе, любовь любовью, а морковки, они по отдельности. Почему он не проявляется? Да, есть очень много препятствий еще и внешних. Кроме того, что у него внутренняя борьба идет, у него еще есть много внешних препятствий, как будто стоят какие-то границы. Может быть, и границы у кого-то стоят. Или у кого-то стоят заборчики, штакетнички и все прочее. То есть он не знает, как действовать, он оперся и он устал от всего. Он не знает, как действовать и как будет лучше, потому что он хочет делать лучше только для самого себя. Да, у него идет действительно внутренняя борьба. Борьба и с самим собой, и борьба с внешними обстоятельствами. И то, что у него творится где-то близко, может быть, на работе, дома. Смотрите по своей ситуации. Больше дома. Больше дома. Знаете, человек вообще-то боится серьезных отношений. Боится ответственности. Я говорю, мальчик в коротких штанишках с разодранными коленками. Он, недозревший. Еще зеленый плод-то, зеленый огуречек. Совсем как человечек, зелененький он был. Там кузнечик, правда, и огуречек. Но он зеленый огуречек, да. Хоть сколько бы лет ему не было, он не дозрел. Он себя хочет показать всем, что он король монет. Все, он знает. А на самом деле нет. И он не хочет каких-то ответственностей, поэтому его проявление... Он проявляется только тогда, когда ему хочется, я ему сказала, или тогда не проявляется совсем. Очень много, конечно, и внешних обстоятельств, но больше тут идет его внутренняя трусость и желание не зависеть ни от кого. Возможно, это и правильный вариант в жизни, что не надо зависеть от кого-то. А гармоничные отношения, где вдвоем пара, плюс-минус получается круг, такое бывает очень редко. В основном люди живут друг с другом, самец и самка, и постоянно, беспрерывно унижают друг друга. Мужчина показывает, что он прав, потому что он прав, а ты будешь права и голос свой убери. Или наоборот. Бывает и так. Бывает, когда женщина села на шею и сидит,
и ножками в грудь постукивают ему. А счастливых гармонических пар от миллиона всего одна. Остальное все рисунки. Давайте посмотрим, почему молчит. Почему молчит? Да, есть обстоятельства, которые связаны с его семьей, с его домом. И это у него какие-то очень-очень фундаментальные такие вещи, о чем он думает. То есть, понимаете, вот здесь идет такое, что вы не соответствуете его правилам, которые ему вбили в детстве. Ну, то есть в его семье. Вот каким-то, вот все вроде бы хорошо, да все нормально, все замечательно, и тут замечательно, и там замечательно. Ну, что-то не так. Не так, как в его семье было, понимаете? Вы эти уставы не выполняете. Вот как-то ему вот это вот... Вот поэтому он молчит. Потому что не подходите вы под его конституцию, да. Почему? Ой, выскочила, молчит. А жар-то у него есть. Вы его привлекаете. Жар у него есть. Второй раз солнце. Жар у него есть. Знаете, почему молчит? Потому что он себя вот показывает, что он могуйка. Я могу все, я пан, я царь, я все управляю. Вот я такой, мне, пожалуйста, палец в рот не кладите, я его сразу откушу. Но у него именно выполняй мои правила только тогда. Здесь идет, что как будто или вы вот не показали ему, что будете выполнять все так, как он хочет, или он увидел это. Сейчас давайте посмотрим, почему он так. Он увидел это, или вы показали свой строптивый характер. Вы свой строптивый характер показали, что он понял, что вы не будете выполнять его правил. Ну да, вы не хотите тоже быть в цепях. Вы не хотите быть в цепях. Десятка жезлов, вы не хотите быть в цепях и тащить все на своей горбине. А он увидел это, что вы не хотите это делать. Ну да, потому что он считает, что, может, и даже и деньжата какие-то, чтобы у вас были, как бы деньжата от вас взять или каких-то материальных благ. Ему, вот знаете, тут идет опять какие-то догмы, но в то же время он не хочет брать ответственность, отдавать часть своих денег, отдавать часть себя. Он хочет пользоваться по его правилам. Вот поэтому, а сожалеть об нем или нет? Да, потому что, знаете, как он... Потому что нужно все начинать сначала. Ведь если отношения, то нужно их строить. Зернышко посадили, маленькое растенице, дальше расцвело, дает плоды. Опять посадили, опять, и все больше и больше. А здесь человек молчит, потому что... Вот он в душе это вроде как понимает там, или в мозгах. А когда он понимает, что, ой, ну это против меня, мне это так не надо. Ну, давайте дальше смотреть, почему он все-таки молчит. Ну, это опять маг. Ну, потому что я сам сусам, и сусам уса сусам. И вся моя сусам между ног моя русам. Все. Он ничего слышать не хочет, он хочет, чтобы слышали только его. И в одной колоде, и во второй вышла карта маг. А карта маг – это все, что человек говорит, все, как я хочу, так и будет. Я такой человек, я свободный человек, все по моим правилам. И ша, и больше ничего. Но тут человек еще очень-очень материально зацикленный. Почему молчит? А вот вышла карта маг. Все-таки вышла карта шамана и вышла карта нас магом. И почему он молчит? Потому что на некоторых людях будет действительно какое-то воздействие. Это может быть и нейролингвистическое программирование. Просто программирование человека какими-то намерениями на него. Это может быть и магические воздействия. И это все снимается, это убирается, потому что это программы в голове, его мысли. И здесь есть, даже больше класть не буду, посмотрим потом другое. Здесь есть какое-то воздействие на человека, и он молчит. Возможно, даже тут идет, что сейчас, да, я увидела, здесь идет как родовое еще что-то, может быть, родовое проклятие. Ну, кого как. Да, с детства идет, то есть, ну, с подросткового возраста. Да. Да, идет с семьи, и вот это вот распределение в семье, ему это не нравится.
что мужик должен зарабатывать, отдавать половину туда-сюда. Ему этого не хочется. Он не хочет, он очень не любит отдавать свое, что-то свое. Ну, а давайте теперь посмотрим. Так, тогда возьму вот эти вот карты. Ой, ну, раз вытащились эти мифологические таро, значит, так будем смотреть. Как вам поступать надо? Я вот, потому что я вижу здесь, в раскладе, и то, что идет вот оттуда сверху, а нафига козе баян? Если у козы пальцев нету, все равно на эти кнопочки ей не нажать. Зачем? Зачем? Вот зачем? Ну, это ваше дело, ваша жизнь. Лично, пожалуйста, заказывайте, что общее – это общее. Заказывайте лично, только в личном можно увидеть больше и действительно можно что-то изменить. А я показывала вам, как можно даже на картах изменить происходящее. Так, давайте, как вам поступить в этой ситуации? Что вам-то? А вам говорится, сжигайте все мосты, все, потому что это конец, карта башня. Если в отношениях вышла карта башня, то это уже конкретные, очень знаменательные перемены, все разрушилось. А на том, что сгорело, если изба сгорела, то на этом месте строить уже нельзя. То есть все, что вам нужно поступить? А в этом сами. Да, потому что этого человека... Как и вам надо поступить, потому что этот человек скрывает еще и что-то еще и других женщин, и вообще веселье. Как вам надо поступить? А вам нужно поступить, это у вас вышло. Если что-то завьюжилось, закружилось, замерещилось, заколещилось, прыгайтесь и веселитесь. Идите на танцы, на обжиманцы, идите в клубы, идите в театры. Радуйтесь жизни. Для чего вам нужно порадоваться жизни? Потому что я тут вижу совершенно... Да, радоваться жизни, этот человек начнет за вами прослеживать. А он и будет за вами прослеживать. Когда он увидит, что вы счастливы, вы просто благоухаете, как... Вы знаете, не хочу розы, а именно шиповник на ветру. Да. И у вас идет, сами стройте свое счастье. Берите меч в руки и отрубайте все ненужное. А тут человек трусливый. Вам он нужен? Тащите его на своей хребтине. Нужен? Пожалуйста. Берите тут только таким образом. Тоже взять меч, взять цепь, прицепить его и тащить на себе. Сколько у вас селенок хватит? Ну, насколько хватит. Или сказать, все, отрубаю тебя, и у меня новая жизнь. А что тогда в новой жизни у вас будет? А вы веселиться будете. А в новой жизни вы поймете, это будет очень большой урок, который вы прошли, что надо идти, ни о чем не задумываясь, по дороге жизни и весело петь песни. Остров везения в океане есть. Помните, эту песню я давала вам в Телеграме? Пойте эту песню, идите вперед. И карта дурак, она говорит, все дороги идут в Рим. По светлой дороге жизни, где солнце и где рядом друзья. И где вы со своей женской силой. Ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях «принимаю, приобретаю», радуюсь и веселюсь. Радуюсь и веселюсь. Да будет так. А я вас жду в Телеграм. Пока-пока. С вами была Вивьена.